Это не просто аксессуар. Это полноценная система управления вашим автомобилем Tesla. Ребята, братцы, я приветствую всех и каждого. Это продолжение видео. Кто не видел первую часть, переходите по ссылке. Там я рассказываю про недостатки Tesla. Целых 30. В сегодняшнем видеоролике я вам покажу, как я решаю все 30 недостатков, которые я выделил в первом видео, как мы с ними разбираемся и устраняем раз и навсегда. Сейчас на капоте у меня расположено неимоверно крутое устройство. Это Sexy Knob и Tesla Sexy Buttons. Меня познакомил с этой компанией один мой подписчик. Огромная ему благодарность. Я очень скептически был настроен с этой технологией. И самое главное, будет третья часть видео. Я дам вам ее. И там мы поговорим. Есть некоторые нюансы. Их буквально всего лишь 3. Это 3 функции, которые не рекомендуется использовать. И также я тестировал эту технологию с сотрудниками Tesla. И мы посмотрели, как она работает. Будут ли у вас проблемы с гарантией. Безопасна ли эта технология и все логи, фичи, которые она предоставляет. Устанавливается она довольно-таки просто. Я вставлю небольшие вставочки. Есть два варианта установки. Занимает буквально 5 минут. Сзади под центральным воздуховодом, либо спереди, справа у переднего пассажира. Моментальная установка. Подключение полностью интуитивное. Через приложение оригинальное от производителя. Ну а сейчас мы с вами поедем, прокатимся. Я покажу, как это работает. Покажу, как я настроил это устройство. Самые любимые и удобные опции для меня. И как мы закрыли все 30 недостатков. И даже сделали некоторые из них достоинствами. Поехали, прокатимся. Ребята, сейчас мы находимся на автобане. Очень удобно было бы мне вам рассказать о всех фишечках, красивыми картинками, сидя за удобным стулом. И рядом стоит чашка горячего кофе, но давайте испытаем в полевых условиях. У меня Tesla Model Y с базовым автопилотом. Что меня всегда раздражало, когда я ездил на дальние расстояния? Это постоянная активация и деактивация автопилота. Нужно 2 раза нажимать рычажок, чтобы он активировался. Что есть сейчас у меня благодаря этому устройству? Вот посмотрите. Посередине есть такой режим автопилот S, Smart автопилот. Я нажимаю на него, и я проваливаюсь, мои 4 кнопки превращаются вот в этот режим. Нажав сюда, у меня включается сейчас автопилот. Я нажимаю сейчас поворотник. Перестраиваюсь. Смотрите, что будет с экраном. Сейчас автопилот включится сам. Видите? Он сам активировался. Это вот умное автовключение автопилота. Теперь смотрите, я нажимаю правый поворотник. Покажи, пожалуйста. Вот, нажал правый поворотник. Перестраиваюсь. Видите экран? Как только поворотник перестает моргать, через 3 секунды машина сама включает автопилот. И самое, что интересное, то, что вот, допустим, мы сейчас едем со скоростью 100, включаем левый поворотник, машина выключает автопилот и на круиз-контроле перестраивается. То есть мне не нужно ловить педалью газа, там, как раньше это приходилось делать. Включалась рекуперация там, и так далее. То есть мне для того, чтобы перестроиться, вот я сейчас иду на автопилоте, нажимаю снова правый поворотник, перестраиваюсь. Видите экран? Сейчас включится автопилот. Можно настроить через 1 секунду, 3-5, когда он будет подключаться. Снова перестраиваюсь, нажимаю стрелочку. Передача управления происходит довольно-таки нежно и спокойно. Не нужно вырывать руль и так далее. Все очень адекватно благодаря вот этой технологии. Чтобы синхронизировать скорость, вот смотрите, видите, допустим, мы сейчас заехали на знак и едем с ограничением скоростью 110 км в час. Камера считала то, что ограничений сейчас нет. Мне нужно было нажимать вот эту лапку, либо прикоснуться сейчас вот сюда, чтобы Tesla подняла скорость, либо крутить вот эту крутяшку. Что я могу здесь? Я могу вот так вот вращать. Видите экран? Посмотрите теперь на экран. Показываю экран одновременно. 115, 120. Шаг можно установить с одним прокрутом по 1 километру, можно по 5 километров сделать. Второй момент. Вот мы сейчас перестроились, видите? И я не страдаю от того, что у меня базовый автопилот. Вообще никаких проблем. Есть вот такая кнопочка под названием Max. Когда мы ее вот здесь нажимаем, покажи экран, пожалуйста. Видите, 120, нажимаю.
максимально допустимая скорость. То есть идет синхронизация по экрану. Вот, видите? То есть теперь мне не нужно вот эту рукоятку нажимать. Все очень-очень информативно и удобно. Когда включаешь автопилот, у тебя могут срабатывать произвольно дворники, потому что во время автопилота у тебя всегда автоматический режим принудительно включается, и будут дворники на сухую тереть. Здесь это исключено, потому что сейчас дворники находятся в выключенном режиме благодаря вот этому устройству. Ребята, я приветствую всех и каждого. Буквально один дубль, а у меня прошло еще 2 недели. Итак, я хочу вам показать это замечательное устройство. Фантастика. Это самая безопасная интеграция дополнительного устройства в экосистему Tesla. Сегодня в этом выпуске я вам покажу, как я настроил это устройство, что у меня под рукой, мои самые любимые функции. Все остальные, их больше 150 штук, они находятся в приложении. Вы можете их выставлять себе под руку, либо использовать на своем телефоне. Приступим. Первый вариант. У нас здесь расположено 5 страничек. Вы можете сделать 1, 2, 3, по-моему, минимально 3. У меня стоит 5. Я могу включить, выключить ближний свет. Видите значок, сразу же можете видеть синхронизацию. Она идет мгновенная. Сложить, разложить зеркала. Сейчас они сложились, вы можете видеть анимацию на картинке Tesla. Происходит складывание зеркал. Это первая страница. Здесь также идет информирование. Очень классный OLED-экран. Посередине это кнопка аварийки. Таким образом я могу включать, выключать аварийку. Бардачок. Прекрасно открывается. Режим собака. Очень часто я куда-то выбегаю на 1-2 минуты, у меня остается ребенок в машине. И вот таким образом все, у нас включается режим. Обратите внимание на меню климат-контроля, сразу же моментально включен режим собаки. Важный момент, вы можете выводить любые функции сюда, абсолютно любые. То, что вам подручно. Переходим на вторую страницу. Подогрев руля. К зиме я выбрал, чтобы подогрев руля. Вот так я могу регулировать. Либо оставьте это на усмотрение Tesla в режиме авто. Подогревы сидений себе. Зимой мне не очень нравится, как работает подогрев Tesla. Хочется чуть-чуть разогреться и только потом уже оставить на единичке, либо полностью. Она слишком рано уходит с 3-й цифры и держит на 2, потом на единицу. Поэтому под рукой у меня подогрева. Вот это самая интересная и крутая функция на этой странице. Видите, здесь расположены сиденья. Это не имеется в виду, что двигать все 4 сиденья. Имеется в виду 4 памяти. Вы можете запрограммировать одно сиденье, разные 4 памяти, профили сделать. Их там даже на самом деле больше, но у меня их всего лишь 4. Когда я нажимаю вот эту кнопку, у меня все сиденья подвигаются вперед. Это для того, чтобы убрать машину. Когда я нажимаю 3-ю кнопку, у меня, допустим, сиденья отъезжают полностью назад, чтобы убраться спереди. Нажав вот этот режим, у меня пассажирское сиденье пододвигается так, чтобы было удобно сидеть моей жене и ребенку сзади, чтобы всем хватало пространства. Заранее настроили и сохранили в профиль. 4-й пункт – это когда просто сидит моя супруга, и здесь сиденье отодвигается таким образом, чтобы было ей удобно, а сзади ребенка нет. В любой момент я могу подкорректировать своими руками. У меня есть дополнительная кнопка на моем сидении, которая управляет передним правым пассажирским. Посередине, если мы нажмем, видите, есть экстра кнопочка, которая отвечает за выключение-включение климат-контроля. Мне не всегда удобно держать. Вот видите, климат-контроль выключился. Переходим на 3-ю страницу. На 3-й странице самая важная для меня функция – это управление климат-контролем. Если я не хочу, чтобы воздух обезвлаживался и кондиционировался, мне приходится заходить вот сюда в меню, выключать кнопку авто, и вот здесь вот у меня, допустим, AC, видите, кондиционер. Чтобы выключить кондиционер, авто больше, как видите, не работает режим, и мне приходится регулировать, куда дуть Tesla, вверх, вниз или туда, и с какой скоростью вентилятора. Это не очень хорошо для здоровья лишний раз баловаться кондиционером. Сейчас 6 градусов на улице, зачем мне кондиционер? Как запотеют стекла, тогда я его включу.
Смотрите, что происходит. Мы сейчас находимся с вами в режиме авто. Нажимаем вот здесь кнопочку AC. Поворачиваем. AC off. При этом обратите внимание на экран. Мы остаемся в режиме авто. Это очень-очень классная функция. И тем самым Tesla продолжает регулировать потоки воздуха в нужном направлении, но при этом без кондиционера. Аналогично у меня здесь стоит управление заслонкой рециркуляции. Она сейчас стоит в положении авто. Я могу ее изменять просто, чтобы она была включена, либо просто ее выключить. Подтверждаем. Здесь по заслонке рециркуляции только в ручном режиме, если здесь будет синхронизация. Но заслонка физически сейчас у нас выключена, и забор воздуха происходит с улицы в салон. Свежий приток воздуха. При этом все остается авто, еще раз повторю. Возвращаем обратно. Далее управление вентилятором печки. Авто, либо вручную. Тоже на всякий случай сюда вывел. Вот эта кнопка у меня отвечает за включение-выключение задней печки. Ведь если вы посмотрите, каким образом реализовано это в Тесле, вовсе не совсем удобным образом. Я должен зайти вот сюда, в климат-контроль, нажать кнопку сзади и вот здесь включить-выключить. Мне гораздо удобнее это делать таким образом. Видите, здесь все сразу же становится неактивным, а вот таким образом загорается синеньким, становится активным. Это удобно, когда ребенок сидит сзади, чтобы понимать, дует ли на нее свежий, теплый воздух. Переходим к третьей странице. Наша славянская привычка говорить всем спасибо за рулем, моргнуть аварийкой. Вы можете это настроить 1 раз, 2 раза, либо 3 раза моргнуть. Ведь когда вы нажимаете на потолке, не всегда это удобно, во-первых, сделать, и не всегда получается выключить. Эта кнопка как будто бы залипает, и нужно какое-то время, чтобы она откликнулась на второе нажатие, и аварийка выключилась. Поэтому нажимаем вот так, и у нас моргает аварийка ровно 1 раз. Можно настроить, еще раз повторюсь, 3 раза. Переходим к очень-очень, это все было баловство, самым шикарным функциям. Ребята, посмотрите. Chill, Sport. У кого-то Chill стандарт. У меня куплен Boost Acceleration пакет, поэтому Chill, Sport. Я могу либо крутить крутяшкой, включать-выключать, менять режим, либо я могу просто нажимать вот так, и она будет меняться, чтобы это было гораздо быстрее. Если я еду, например, на чиле, включил себе спорт, мощность появляется в течение секунды, градиентно нарастает. Ты чувствуешь, как она начинает вжимать, в течение секунды эта мощность приходит к тебе. Есть еще одна секретная функция. Это кикдаун. То, чего я хотел. Это моя боль и страдания. Если я еду на режиме чил, я нажимаю педаль газа в пол, и я ускоряюсь только на чиле. Но когда ко мне летит сзади грузовик, или, не дай бог, мне нужно резко сменить контингент вокруг себя, вы представляете, я вам сейчас покажу, как это делается. Прямо на ходу вы должны нажать вот эту кнопку, зайти в главное меню, зайти в раздел «Динамика», и вот здесь вы можете себе поменять спорт, либо чил. Это утомительно долго. Здесь выведена настройка, что как только я вдавливаю педаль газа на 90%, либо в 95% или 100% в пол, у меня включается автоматический спорт-режим. Он будет работать, вы можете выбрать до того момента, пока вы не запаркуетесь, либо когда вы нажмете на педаль газа, либо еще есть там какие-то варианты, но мне не интересно. У меня запрограммировано, нужно нажать на педаль тормоза, чтобы произошла дезактивация. Как только я прикасаюсь до тормоза, если рекуперации мне не хватает, могу настроить на паркинг, тогда снова я вернусь в chill мод. Там много разных вариаций. Настройки, можно и оставаться на спорте и так далее. Следующая функция. Это самые просто мои любимые топ-функции. Посмотрите, как все удобно реализовано за рулем. Итак, поехали. Регенерация. Точнее, рекуперация. Я могу здесь управлять 75%, 50%, 25% и 0%. Я думаю, эта функция очень актуальна для северных регионов и для горных регионов. Когда ты спускаешься с горы и вокруг лед, рекуперация может сыграть злую шутку. Когда вы едете 80, вы приспускаете педальку газа, и ваша машина начинает рекуперировать, и начинаете скользить. Если вы нажмете тормоз, будет только хуже.
нужно переосилить себя и нажать газ и пытаться полным приводом поймать машину. Но не у всех это получится. Поэтому спускаемся с заснеженной горы. В моменте можем выключить рекуперацию. Великолепно. Дальше. Готовы? Очень-очень-очень интересно. Температура батареи. Как вы видите, на этой странице у нас посередине температура климат-контроля. А здесь на четвертой странице у нас расположена температура батареи. Мы всегда видим температуру батареи. На суперчарджере температура батареи может доходить до 60 градусов. По-моему, 55 или 60. От 45 градусов, желательно 50, у вас должна быть батарея, чтобы начинать встегивать на своей Тесле. Это максимальная продуктивная температура для передачи той энергии на моторы, которые они могут потребить и передать на колеса. Поэтому батарея должна быть прогрета. Также в дальнюю поездку, если вы хотите поехать, очень долго прогревается батарея. Очень долго. И расход ваш, естественно, очень большой. Проще всего включить прекондишн. Прекондишн включился красного цвета. Сейчас Тесла будет очень-очень сильно шуметь, набирать обороты. Батарея будет греться. Да, скажете вы, жители Европы и США и прочих необделенных Тесла суперчарджерами странах. Но есть и страны, в которых суперчарджера нету. И даже в Европе есть такие места, где их очень-очень мало. Поэтому, если вы едете на работу, хотите зарядиться там, вы можете прогреть себе батарею заранее. Вот. И это очень-очень хорошо. А мы, жители Германии, можем просто вбить в навигации ближайший суперчарджер, и Тесла сама начнет разогревать батарею. Но мы не знаем, на какой температуре мы приедем и так далее, и так далее. Куча данных отсутствует. Поэтому здесь это под рукой. Лично я подогреваю себе только таким образом. Это очень-очень-очень круто. Вишенка на торте. Ребят, здесь их очень много, этих вишен. Получился очень-очень жирный торт. Показываю посередине. 4-я страница находимся. Видите вот эту кнопку? Обратите внимание, я не листаю сейчас, не перелистываю страницы. Посередине, если я вдавливаю, мои 4 кнопки превращаются в автопилотный, смарт-автопилотный режим. Если я нажимаю вот здесь, у меня активируется автопилот. И здесь я могу включать, выключать поворотники. Хотите, 3 раза моргнет, либо, как умеет это делать Tesla, автоматически их отключит. Также вот эта кнопка позволяет нам синхронизировать максимально допустимую скорость. Когда мы заезжаем на участок с ограничением скорости, Tesla сама автоматически сбавляет, но когда этот участок заканчивается и мы его преодолеваем, нам нужно либо нажимать рычажок переключения передач и держать. Таким образом Tesla синхронизирует скорость и к максимально допустимой, разрешенной по знаку. Либо мы должны вот здесь вот нажать на значок разрешенной скорости, он вот тут будет появляться. Это тоже неудобно. Либо колесиком крутить вверх, чтобы скорость поднялась. Здесь же мы нажимаем всего лишь одно прикосновение, и у нас максимальная скорость. Но самое интересное, ребята, во время автопилота, я сейчас покажу вам обязательно эти подсъемки, когда мы едем на автопилоте, и у нас базовый автопилот, нам каждый раз нужно при смене полосы включить поворотник, сделать перестроение, 2 раза нажать ручку, либо 1 раз, как у вас настроено, чтобы автопилот активировался. Снова сменили полосу, снова двойное нажатие. Представляете, я так ехал в Испанию, ехал в Хорватию, каждый раз эту ручку бил дважды. Почему дважды, долго объяснять, потому что постараюсь быстро. Если на 2 нажатия, то у тебя одно нажатие — это адаптивный круиз, 2 нажатия — это автопилот. Если делаешь на одно нажатие, у тебя всегда автопилот, и при этом ты уже, я не знаю, как включить просто круиз-контроль без автопилота, понятия не имею. Поэтому на 2 нажатия у меня настроен. Самое интересное, то что, братцы, при перестроении, вот мы сейчас едем с вами на автопилоте, мы перестраиваемся, автопилот выключается, мы сменили полосу, как только выключается поворотник, идет обратный отсчет, который вы можете себе запрограммировать от 1 до 10 секунд. И автопилот включится автоматически. Вот у меня стоит на 3 секунды, я перестраиваюсь, и у меня автопилот включается автоматически. Это просто фантастика. И я, в принципе, не страдаю от того, что я не купил расширенный автопилот, братцы. Это неимоверно, просто фантастика. Мой базовый автопилот гораздо
стал лучше в эксплуатации, и реально мне теперь не хочется купить за 3 800, чтобы она там сама перестраивалась, и то не всегда она это может сделать. Нужно, чтобы были большие расстояния между машинами. Последняя страница – это открыть капот, открыть багажник. Открыть переднюю правую пассажирскую дверь, открыть заднюю правую дверь, например, чтобы ребенок зашел либо вышел. И также управление центральным замком, мы запираемся, отпираемся. Ребята, вы можете сюда запрограммировать все, что вы захотите. Сейчас я вам показал, как у меня настроены все функции. Их очень-очень много. Если вы хотите подробный обзор каждой функции, как это настраивается в приложении, я сниму для вас это видео. Чтобы сейчас оно не было нудным и долгим, я показал вам, как оно у меня настроено и каким образом мы решили наисерьезнейшие проблемы. Ребята, у меня есть телеграм-сообщество. Заходите. Если у вас есть какие-то вопросы по вашей Тесле, проблемы в эксплуатации, вы всегда можете рассчитывать на коллективный разум. Заходите, есть новенькие, есть старенькие, всякие головы, там есть светлые и умные. Приходите, я вам все покажу. Где я купил этот товар? Купил я его в компании Enhance Auto. Это у них сайт. Заходите, ребята, берите, неимоверно крутой производитель. Каким образом можете купить это устройство? Вы можете купить вот такой удобный командер. Подключается он либо в переднем правом пороге, либо сзади под воздуховодом. Здесь у нас происходит подключение Type-C в зарядку. Вот тут мы можем видеть, это обычный зарядный провод, чтобы заряжать телефон. Быстрая зарядка поддерживается. Вставляется. Слайдер у меня работает. И вот так это открывается, закрывается. Очень интересный дизайн они сделали для Хайланда. Здесь есть такие бортики для тройки, для вайки. К сожалению, все вот такое плоское и не всегда удобно нащупать, где какая кнопка. Но интуитивно я уже привык, имею представление. Поэтому я бы хотел поблагодарить компанию Enhance Auto. Заходите, покупайте. Ссылка будет в описании. Также здесь во время видео она наверняка вы ее могли видеть. У них есть свой YouTube-канал. У них постоянное обновление продукта. Очень качественный продукт. Все остальное, ребята, это только имитация и подделка. Это самые крутые ребята и самая безопасная интеграция. Какой я комплект купил? Я купил Commander. Tesla Sexy Knob, это называется устройство. У него в комплекте идет Commander для коммуникации, чтобы было соединение, устанавливается в порог. И также дополнительно я приобрел две кнопки, которые находятся за рулем. Я их приклеил за руль. Также я могу включать поворотники. Вот я нажимаю левый поворотник, правый поворотник. Также я настроил, если я нажимаю на правую кнопку, у меня 2 раза нажал, складываются зеркала, раскладываются зеркала. Левая кнопка, если я нажимаю дважды, у меня включается автопилот. Тоже очень-очень, братцы, удобно. Ребята, если вы хотите увидеть все функции этого гаджета, я вам это продемонстрирую без каких-либо проблем. Запишу, покажу. От А до Я, каждый пунктик мы пройдемся, я дам свои комментарии. Видео будет долгое, нудное, но, наверное, полезное для тех, кто купит это устройство. Поэтому пишите свои комментарии, надо вам это или нет, или вы хотите разобраться сами. Там все на английском языке. Ребята, также я забыл упомянуть про ambient подсветку. Посмотрите, как это работает. Мой подписчик прислал видео. Это неимоверно крутая опция. То есть у кого есть ambient подсветка, это устройство Enhance, оно может интегрироваться в вашу ambient подсветку. Когда вы включаете поворотник, у вас отображается, что вы поворачиваете налево, она моргает. Ровно половина амбиента моргает, то, что вы едете налево, правый поворотник право моргает. Нельзя перестраиваться, вы едете на автопилоте, амбиент вам это подсвечивает. Вы представляете, амбиент подсветка вам это подсвечивает. И режим автопилот также отображает подсветка. То есть включили аварийку, то же самое. Едете на чиле, отображается. Включили спорт, либо он включился от педали нажатия газа,
эта подсветка вам тоже отображает. Поэтому для владельцев ambient подсветки это неимоверный, клевый, классный плюс. Кто досмотрел это видео, был самый внимательный, переходите по ссылке на третью часть, она будет внизу доступна. Вы сможете узнать информацию. Я протестировал это устройство с сотрудниками Tesla, и я вам обязательно расскажу про эту встречу и про это устройство, безопасно ли оно, влияет ли оно на гарантию. Вы все об этом узнаете в третьей части видео. Заходите, приятного просмотра. Ну а я с вами прощаюсь, с вами был Tesla Пират. Ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч!